Какая красота, друзья! Я уверена, чем проще еда, тем она вкуснее. Посмотрите, ух! Сегодня покажу, как готовлю самый вкусный и нежный печеночный паштет. Уже кто-то откусил, наверное, я. Поехали! Сковородку на огонь. В сковороду 1-2 столовые ложки масла. Пусть немножко нагреется. А я в это время расскажу вам про печенку. Берем куриную печеночку, освобождаем ее от всяких там некрасивых вещей, моем и немножко подсушиваем. Все, у меня здесь 500 граммов. Когда масло в сковороде нагрелось, выкладываю печенку. Обжариваю со всех сторон до румяной красивой корочки. Нагрев под сковородой чуть выше среднего. Все, оставляю ее в покое, займусь овощами. Понадобится 1 средняя луковица, которую я нарежу на кубик. На такой грубый кубик. И сюда же небольшую морковь. На пятаки. Печенку время от времени перемешиваю, чтобы она равномерно обжаривалась. Как только печень красиво подрумянилась, можно ее выкладывать на тарелочку. В эту же сковородку добавляю немного растительного масла и выкладываю овощи, лук и морковь. Немножко присаливаю, перемешиваю и обжариваю, чтобы они равномерно и красиво подрумянивались. Я думаю, видно, как это уже аппетитно смотрится, да, Сережка? Да. Вообще класс. Друзья, еще хочу добавить в свой паштет яблоко. Зеленое, кисленькое. Кожицу сниму, она вот такая сильно грубая. И нарежу на кубик. Все, выкладываю яблоко к овощам, перемешиваю и обжариваю еще все вместе где около 5 минут. Ух, сколько вкусов в одной сковороде будет. Что у нас здесь? Ух, здесь уже все прекрасно, друзья. Яблоко практически мягкое. Да, уже на этом этапе можно добавлять печень. Прям с соком. Сразу же сюда граммов 50 сливочного масла. Это обязательно. Масло сделает паштет нежнейшим. Снова перемешаю. Пусть все вместе прогреется. Уже можно брать вилку, кусочек хлеба. И наминать. Да, и ничего не ждать. И все же, когда это будет паштет, это будет еще вкуснее. Вливаю примерно 200 мл сливок, можно заменить молоком. Солю по вкусу. Перемешиваю снова. Класс. Накрываю крышкой и тушу 10 минут. Нагрев под сковородой чуть ниже среднего. Ну какой же паштет без специй? Смотрим, что у нас здесь. Оп! Аромат, друзья, так вкусно пахнет, на словах не передать. Бесподобно. Перемешиваю. Все у меня здесь прекрасно. На этом этапе добавлю немного специй. Сушеный чесночок, именно сушеный, он даст легкий аромат. Сюда же немного мускатного ореха, с ним нужно быть осторожными, он очень ярко выражается. Что люблю еще добавить? Немножко сушеного имбиря. И, конечно же, черный молотый перчик, свежемолотый. Сюда же. Все, перемешиваю, накрываю крышкой. Выключаю нагрев и даю буквально 5-7 минут, чтобы все процессы приготовления остановились и специи открыли свои ароматы. И продолжим. Опа! Ух ты. Да, скажи аппетитно. Сейчас перекладываю печень с овощами и с соусом в чашу блендера. Можно это сделать и погружным блендером. И измельчаем. Все, я думаю, идеально. О! Красота! Готовый паштет перекладываем в чистую сухую баночку. Какой красивый, сейчас покажу. Такой воздушный, нежный. И все же он должен, конечно же, остыть и стабилизироваться. Паштету даю хорошо остыть и только потом накрою крышкой. И поставлю в холодильник для стабилизации. Или я съем быстрее его. Я тебе оставила вот здесь. Да, это только для закусочки. Ладно. Сковородку на огонь. Опа! Выкладываем хлеб. Кто какой любит. У нас здесь и белый, и бездрожжевой, и гречаный. Ой, в общем, смесь бульдога. С носорогом. Носорогом. Да, Сережка. А я в это время займусь, конечно же, овощами.
Сейчас сделаем красивую нарезку. Выкладываем огурчики. Вкусный спелый помидор. Правду говорят, нужно ценить. То, что есть. Да. Сюда поехали, в тарелку нашу. Опа! Наукой, друзья, доказано, что самый лучший завтрак – это яйца. Натуральный белок, который хорошо усваивается. Там хлеб уже дымит, Ань. Греночки переворачиваю на другую сторону. Конечно, дымит, я же увлеклась. Зато какие красивые, да? Вообще шикарно. О, все, выключаю нагрев, пусть себе доходит. А я яйца порежу. А вот так вот, опа. Ой, идеально сварено. О, вот, Сережкин секрет отварных яиц без ободочка синего. Такие нежные всегда получаются. Рецептом мы, друзья, с вами делились. Красота! Тра-та-та. Казалось бы, чем проще еда, друзья, тем она вкуснее. Ну и сейчас гренки. Паштет. Он уже стабилизировался, с ним уже все хорошо, друзья. Тут уже остатки самые сладкие, да, Сережка? Да, уже доедаем. Я люблю так, прям, сверху, щедро. Побольше да. накладывай. Да, я люблю щедро. Это как анекдот, знаешь, что тут был? Гости, вы намазывайте. Там мы намазываем. Да нет, вы не намазываете, вы прям накладываете, я смотрю. Да, прям накладываем. Смотри. Я люблю, чтобы чувствовался паштет, а не хлеб. Вот такой, друзья, у нас простой гениальный завтрак. Чем проще, тем вкуснее. Ставьте лайки, пишите в комментариях свои рецепты вкусных намазок. Будем готовить вместе. А мы сейчас это все съедим, потому что уже слюни. Да, полный рот. Да, я хочу уже вот этот вот тоненький кусочек. Как это вкусно. Всем приятного аппетита. Мгм.